Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Среди бескрайних просторов нашей галактики, Млечного Пути, сплетаются загадочные образования, известные как пузыри Ферми и Ерозита. Эти огромные симметричные структуры, ширина которых достигает 23 тысяч световых лет, а высота свыше 30 тысяч световых лет, простираются от центра галактики. Ученые бьются над их природой, выдвигая все новые гипотезы. От активных процессов звездообразования до взаимодействия с темной материей или гипотетическими обитателями высших измерений. Пузыри Ферми и Ерозита представляют собой не просто интересные астрономические явления, но и становятся объектами глубоких философских размышлений о природе нашей Вселенной. Они вызывают ряд вопросов: как они образовались, что вызвало их появление и какую роль они играют в общей картине космических процессов. Эти структуры являются свидетельством того, что наша галактика полна неожиданных тайных процессов, ожидающих своего раскрытия. Что если наша реальность – это лишь симуляция, созданная существами с недоступными нам технологиями? Эта смелая гипотеза становится все более популярной в научных и философских кругах. Идея об этом находит свое отражение в цикле книг Виктора Пелевина «Трансгуманизм», где главные герои живут вечной жизнью внутри симуляции. Кажется, что и саму Вселенную можно рассматривать как гигантскую симуляцию, где даже такие создания, как пузыри Ферми, могут быть программным кодом, влияющим на эволюцию галактик. Но как связаны эти размышления с гигантскими пузырями, которые обвивают нашу галактику? Чтобы узнать, стоит обратиться к историям открытия и изучения нашей Вселенной. Это может не только объяснить возникновение различных астрономических объектов, но и дать ответы на вопросы о сущности самого бытия. Название «галактика» происходит от греческого слова «гала», что означает «молоко». Упоминания о Млечном Пути можно найти в трудах древнегреческих философов, таких как Демокрит и Аристотель, которые пытались объяснить его природу. Однако историческими исследованиями стали лишь наблюдения, сделанные с изобретением телескопа. Со временем, начиная с Галилео Галилея и до Уильяма Гершеля, астрономы начали создавать первые карты нашей галактики. Эти достижения подготовили почву для дальнейших открытий и понимания того, как устроен наш мир. С открытием телескопа Галилей заметил, что через него видно гораздо больше звезд, чем невооруженным глазом. В дальнейшем Уильям Гершель создал первую систематическую карту Млечного Пути, которая открыла новую эру в астрономии. Уильям Парсонс с помощью телескопа «Левиафан» наблюдал спиральную структуру туманности, не оставляя сомнений в том, что объекты в небе имеют гораздо более сложную природу, чем считалось ранее. Эти ранние наблюдения убедили ученых, что наша галактика представляет собой удивительную и сложную систему, где каждое новое открытие ведет к дополнительным вопросам. В начале 20 века астрономам удалось разработать надежные методы измерения космических расстояний. Харлоу Шепли сумел определить центр нашей галактики в созвездии Стрельца, открыв тем самым новые горизонты для астрономических исследований. Эдвин Хаббл, в свою очередь, доказал, что туманность Андромеды – это отдельная галактика, и наша Вселенная гораздо обширнее, чем мы предполагали. Эти открытия помогли астрономам понять, что Млечный Путь – лишь одна из миллиардов галактик, которые населяют бескрайние просторы космоса. Галактика, которую мы называем домом, представляет собой спиральную галактику с перемычкой, включающей в себя галактический диск, спиральные рукава, балдж и гало. С помощью космического аппарата Гайя астрономы составили подробную карту галактики, которая выявила ее деформированную форму и сложную структуру. Эти новые данные подстегнули ученых к дальнейшим поискам ответов и открыли шанс углубить понимание не только Млечного Пути, но и остальных галактик во Вселенной. Открытие пузырей Ферми в 2010 году стало настоящим научным прорывом. Названные в честь космической обсерватории, работающей с 2008 года, они были первыми структурами такого рода, обнаруженными в нашей галактике. Эти симметричные образования требовали для наблюдения специальных условий, так как их видно только в гамма-диапазоне.
Поскольку эти пузыри по своей сути представляют собой результат высокоэнергетических процессов, их изучение открывает двери для понимания не только нашей галактики, но и самого механизма формирования структуры космоса. Космическая обсерватория Ферми, изначально задуманная для исследования высокоэнергетических процессов, работает с 2008 года. Однако миссия обсерватории может быть подвержена сокращению бюджета НАСА, что ставит под угрозу дальнейшие исследования гамма-излучения и, следовательно, самих пузырей. Эта проблема поднимает вопросы о финансировании научных исследований и важности космической астрономии в понимании масштабов и процессов Вселенной. Гамма-телескоп Ферми использует специальные детекторы, чтобы отслеживать отражение высокоэнергетичных гамма-фотонов. Принцип его работы основан на том, что гамма-фотоны реагируют с атомами вольфрама, создавая электроны и позитроны. Эти частицы затем передаются на калориметр, который фиксирует высоту излучения. Таким образом, в результате сложной работы аппаратуры удается собрать необходимые данные, которые затем используются для создания схем наблюдений и анализа. На созданной карте неба можно увидеть яркие источники гамма-излучения, включая структуры, связанные с Млечным путем. Именно на этой карте лучше всего видны пузыри Ферми, которые становятся очевидными при разложении излучения на мягкие и жесткие компоненты. На этих картах астрономы могут увидеть не только пузыри, но и другие аспекты, характерные для активных участков галактики, такие как звездообразование и активация черных дыр. В 2004 году в данных WMAP было обнаружено микроволновое излучение, так называемая микроволновая дымка, которая симметрично расходится от центра галактики. Это открытие было подтверждено дальнейшими наблюдениями с помощью спутника Планка, что добавляет еще одну деталь к мозаике загадок Млечного Пути и подтверждает сложные процессы, происходящие в нем. Микроволновая дымка может оказаться ключом к пониманию взаимодействия между различными структурами, создавая общую картину происходящих в галактике событий. Систематические наблюдения, проведенные в 1950-х годах, привели к открытию гигантской дуги над диском галактики. Это открытие сделало возможным предположение о том, что дуга может быть частью гигантских пузырей. И с открытием пузырей Ферми стало ясно, что в нашей галактике существуют крупномасштабные структуры, которые необходимо исследовать. Каждое новое открытие открывает перед учеными возможность глубже понять процессы, формирующие галактики и взаимодействующие между собой. В 2019 году новая находка потрясла научное сообщество. Рентгеновский телескоп «Спектр-РГ» обнаружил пузырь Ярозита, который оказался больше пузырей Ферми и обладал даже большей энергией. Его форма напоминала песочные часы, а размеры составляли 45-50 тысяч световых лет, что еще больше усугубило вопросы о природе этих структур. Одной из главных загадок остается, как взаимодействуют между собой эти образования и какие процессы приводят к их формированию. Научное сообщество околомерной науки предлагает несколько теорий, которые пытаются объяснить свойства пузырей. Основные модели включают адронную и лептонную. Адронная модель предполагает, что излучение создается при столкновениях ускоренных протонов с газом в гало. Лептонная модель же делает акцент на электронах и позитронах, что открывает новые горизонты для научного исследования. Каждая версия имеет свои достоинства и недостатки, и дальнейшие исследования нужны, чтобы прояснить сущность этих образований. Эффект Камптона позволяет электронам передавать энергию фотонам, создавая гамма-фотоны. Это открытие оказывается важным для объяснения источников излучения и может быть связано с процессами, протекающими как в центре галактики, так и в окрестных областях. Подобные механизмы взаимодействия могут дать ключ к решению загадки формирования пузырей и другим космическим феноменам. В центре нашей галактики находится сверхмассивная черная дыра Стрелеца, масса которой превышает 4 миллиона солнечных. Этот объект может играть ключевую роль в образовании пузырей, благодаря своим джетам, которые представляют собой сфокусированные потоки ускоренных частиц, способных создавать структуры, сравнимую с пузырями. Эти потребления энергии предоставляют основу для дальнейших исследований, позволяя астрономам детально анализировать взаимодействие вблизи черных дыр. Галактики, испытывающие вспышки звездообразования, показывают высокий темп создания новых звезд.
Эти вспышки могут инициироваться взаимодействиями между галактиками или взрывами сверхновых, которые далее формируют гаджетные структуры, в том числе пузыри. Важно понимать эти процессы, поскольку они могут привести к дополнительным открытиям в области астрофизики. Научные методы измерения показывают, что частицы, выбрасываемые черной дырой, движутся со значительными скоростями, в то время как избытки со звезд значительно ниже. Это добавляет новые слои в спор о причинах формирования пузырей, учитывая, что каждый сценарий может дополнять другие. Разные гипотезы, сочетающиеся друг с другом, могут предложить более полное понимание процессов, происходящих в галактике. Измерение скорости газа в пространстве вокруг галактики поддерживает версию о том, что черная дыра играет ключевую роль в образовании структур, подобных пузырям. Анализ состава вещества и наблюдения в рентгеновском диапазоне открывают новые формы понимания формирования пузырей. Каждое наблюдение добавляет новый слой понимания в общей картине, которую строят астрономы. Имеются и другие гипотезы, объясняющие природу пузырей, включая сценарий приливного разрыва и теории о взаимодействии темной материи. Эти идеи предоставляют новые возможности для дальнейших исследований и поисков ответов на загадки, окружающие нашу галактику. Имея в арсенале такой многообразный инструментарий, ученые продолжают продвигаться вперед в изучении загадок космоса. Поскольку наблюдения в других галактиках, таких как М82 и НГЦ-379, также приводят к обнаружению структур, напоминающих пузыри Ферми, ученые начинают всерьез рассматривать возможность мультифакторного сценария, где участие как черной дыры, так и звезд завершается. Открытие подобных структур за пределами Млечного Пути значительно расширяет масштабных исследований, перенося их на более высокие уровни. Научное сообщество продолжает отслеживать и анализировать данные, полученные от новых телескопов, в надежде, что они раскроют дополнительные детали о пузырях Ферми и Розита. Каждое открытие ведет к новым загадкам и оставляет следы. Что еще ждет человечество в небе? И что мы узнаем, глядя на те таинственные структуры, которые до сих пор скрывают свои секреты? Ожидание будущих открытий в этой области создает атмосферу надежды и вдохновения для новых поколений ученых, стремящихся разгадать тайны, скрытые на просторах Вселенной.